Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Уайт. Очень часто я встречаю такие мысли от людей, что, переехав за границу, вы никогда не станете по-настоящему частью этого общества. Там будут другие люди, у них будет совершенно другой менталитет, у них будет другой бэкграунд, совершенно другая история, и вы никогда не сможете влиться по-настоящему в это общество и найти настоящих друзей. Я сейчас читаю книгу словенской писательницы Милены Миклаушич. Книга называется «Огонь, задница и змеи не для игры». Вот так это выглядит книга. Если вы знаете словенский, то очень вам рекомендую ее почитать. Она рассказывает о жизни словенцев от середины 19 века и до середины 20 века. Как они жили, их быт описывает, их отношения, их культуру, то есть все сферы их жизни. Книга очень интересная, она большая, состоит из 4 частей. Я дочитываю сейчас первую часть. И каждый раз, когда я читаю какую-нибудь главу из этой книги, мне очень часто хочется с вами поделиться. И вот, наконец-то, я решилась записать вот это вот видео. И сегодня я хочу поделиться с вами, какие суеверия существовали в славянском обществе. И, возможно, некоторые из них до сих пор существуют. И мне было бы интересно почитать ваше мнение в комментариях, что вы думаете об этих суевериях, суеверные ли вы люди, слышали ли вы об этих суевериях в своей жизни. И, может быть, вы увидите какие-то существенные сходства или, наоборот, увидите какое-либо отличие. Ведь, как мне кажется, суеверие очень много говорит о народе, и в том числе о его менталитете. Как раз прочитала главу, которая называлась «Суеверие». А суеверие в славянском языке, слово «суеверие» звучит как вражеверие. Такое интересное, на самом деле, интересное такое название вражеверие. То есть это что-то такое, верить во что-то враждебное. Я бы так перевела этот смысл. И вот интересно посмотреть, какие суеверия были или, возможно, еще есть в славянском обществе. Если черный кот перебегает вам дорогу, нужно через плечо кинуть 3 зернышка на удачу. Конечно же, сразу приходит аналогия с российскими суевериями. В России тоже считалось, по крайней мере, может быть, и сейчас до сих пор в деревнях считается, что если черный кот перебежал дорогу, то это к чему-то нехорошему. Значит, с человеком что-то не очень приятное произойдет. Только я не слышала, чтобы у нас в культуре было нужно кинуть зерна через плечо. Мне вспоминается сразу, что нужно плюнуть 3 раза через плечо. Дальше, и что еще такого интересного я отметила? Раньше детей в Словении пугали, что накануне 1 ноября, когда в Словении поминают умерших близких, мертвые могут выйти из могил и посетить непослушных детей. Я не могу вспомнить такой аналогии в нашей культуре, но, может быть, кто-то из вас тоже вспомнит что-то подобное. Вот и тоже интересное суеверие. Если плюнуть в каждую ладонь и растереть слюну ладонями, то будешь застрахован от различных неприятностей на целый день. Я читала историю там девочки, что ей нужно было ходить к маме на работу через лес. И мама ее научила вот так поступить. И ты, дочка, ничего не бойся, ты будешь застрахована. И девочка так делала, и все детство вот так вот к маме ходила на работу через лес, практически как красная шапочка. Хотя в лесу было достаточно неспокойно в те времена. Там бродили какие-то нищие, там встречались какие-то дровосеки, но она была уверена, что с ней ничего не случится, потому что она провела, так сказать, вот этот обряд. Дальше, что еще интересного было? Чтобы снять боль, нужно было отстричь прядь волос и сжечь эту прядь при свете луны.
Вот так вот интересно поступали люди раньше. Видимо, лекарств не было, и нужно было как-то облегчить свою боль. И, наверное, от этого суеверия, от этого поступка, возможно, это был эффект плацебо. Человек верил, что ему от этого станет легче, и, возможно, действительно от самовнушения, от проведения этого обряда людям становилось легче. Чтобы брак был счастливым, жених должен подождать невесту перед закрытыми окнами, а не входить сразу же в дом. Ну, кстати, я вообще не знаю о всяких, не знаю, какие вообще обряды в России между женихами и невестами, какие там свадебные обряды. Мы вообще, когда я выходила замуж, мы никаких обрядов не соблюдали, я ничего не читала. Но единственный обряд, который мне вспоминается, это то, что в России до сих пор где-то в провинции еще могут воровать невесту, и то, что жених должен оплачивать выкуп. Вот это единственное, что я могу вспомнить. А еще считалось в Словении, что жених с невестой перед свадьбой не должны видеться целую неделю. И если, не дай бог, они где-то на дороге случайно столкнутся, случайно встретятся, то тогда это будет несчастливый брак. Еще раньше в Словении считалось, что похвала портит людей, и поэтому практически никто никого никогда не хвалил. Мне кажется, что это очень схоже с российской культурой. Насколько вот я вспоминаю свое детство, то да, как-то вообще было не принято хвалить друг друга. Интересно, что кукование кукушки предвещало чью-то смерть. И если никто не умирал после этого, то ждали более крупные несчастья, либо войну, или наводнение, или землетрясение. Интересно, вот я в этой книге прочитала, что, например, там одна семья, она жила на краю леса, и, конечно же, там часто можно было услышать кукование кукушки. И когда только начинала кукушка куковать, что все бросали работу, бежали там к стогу сена, и пытались засунуть голову в стог сена и закрыть голову руками, уши руками, чтобы не слышать это кукование. Кстати, подобное суеверие мне вспоминается из детства. У нас говорили: кукушка, кукушка, скажи, сколько мне осталось лет жить. Ну, никто, конечно, не боялся этого кукования, но такое как бы шуточное предсказание. И интересно, что вой собак тоже предвещал чью-то смерть. Вот это, кстати, я тоже помню из детства. Тоже было такое поверье, что если собаки начинают выть, то обязательно кто-то умрет. Сажали и сеяли раньше по лунному календарю. Но на самом деле это суеверие или такой обряд, не знаю, как его даже лучше назвать, сохраняется и до сих пор. Вот у меня даже, кстати, как закладка был лунный календарь. И на самом деле в России, по-моему, тоже до сих пор сажают и сеют по лунному календарю. Еще интересное суеверие. Считалось, что плохую погоду и тучи привлекают женщины, которые сплетничают или пустословят. То есть, если плохая погода была, то все сваливали на болтливых женщин. В те давние времена было очень много нищих, и считалось очень плохой приметой, если, не дай бог, в Рождество или в Новый год в ворота дома постучится нищенка. Именно нищенка, не мужчина нищий, а нищенка. И все очень этого боялись. Также многие люди боялись фотографироваться, потому что думали, что вот эта вспышка от фотоаппарата может каким-то образом забрать вашу душу.
Еще интересное суеверие. Считалось, что нехорошо иметь в спальне зеркало, так как оно сохраняет в себе образы тех людей, которые когда-то в него смотрелись. Вот это вот суеверие тоже, мне кажется, очень похоже на суеверие вообще всех славянских народов. Мертвых из дома выносили вперед ногами, чтобы душа умершего не могла вернуться и забрать с собой кого-нибудь еще из семьи. А когда умирал человек, то родные в доме останавливали часы. Мне кажется, что это во всех славянских странах такая подобная традиция существует до сих пор. Если чешется ладонь, то это к деньгам. У нас точно так же. Правда, насколько я помню, если чешется левая ладонь, то значит это к деньгам. Но вот здесь сказано, что просто если вдруг зачесалась ладонь, то значит откуда-то придут деньги. Если человек икает, то значит кто-то в нем нуждается. Насколько я помню, в моем детстве считалось, если ты икаешь, то кто-то тебя вспоминает. Но, в принципе, это очень подобное мнение. Кто-то нуждается, кто-то вспоминает о тебе. Если ты встанешь с левой ноги, то будешь весь день в плохом настроении. По-моему, у нас точно так же говорили. Чтобы цветок хорошо рос, его нужно украсть. Ничего это вам не напоминает? Еще считалось, что церкви строят на местах, которые обладают очень сильной положительной энергией. И человек, который болел и хотел излечиться, он обязательно шел в церковь. Вот, друзья, вы послушали, какие были суеверия в Словении, а суеверия, мне кажется, очень много нам рассказывают о менталитете страны. Вот, как мне показалось, что мы крайне похожи, и мне кажется, что наши менталитеты, очень сильно совпадают. Делитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях. Надеюсь, вам было интересно. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал и ставить лайки. Пока-пока. До новых встреч.